Я вас приветствую, дорогие друзья. Сегодня мы сделаем гадание онлайн, что меня ждет по одной карте. В данном раскладе по одной карте на будущее, в общем-то, можно задать вопрос, что меня ждет не в глобальном смысле, а информативнее получится ответ, если конкретизировать вопрос, например, сегодня вечером, завтра, на предстоящей вечеринке, выходные, в отпуске и так далее. Также от одной карты мы можем получить ответ моментально. Пока вы собираетесь куда-то на какую-то важную встречу, принимаете решение. И если даже будет получен не очень приятный ответ, это не всегда значит, что именно так и случится. То есть теперь вы будете вооружены информацией о том, как события могут произойти. И можете немного их изменить. Итак, посмотрим. Задайте вопрос конкретно, что меня ждет в данной конкретной ситуации, и мы вытянем карту. Что же нам покажет карта? И выпала карта тройка жезлов. Данная карта, тройка жезлов, это отправная точка маршрута, ведущего в счастливое будущее. Персонификацией младшего аркана стал образ зажиточного купца, встречающего на причале свои торговые корабли. Он стоит спиной к зрителю в уверенной, но статичной позе. Это значит, что текущая ситуация требует концентрации внутренних ресурсов, а не активных действий. Сначала нужно обдумать все точки маршрута, собрать рюкзак, вооружиться компасом, а уж потом покорять новые горизонты. Перед купцом раскинулось бескрайнее море, воплощающее безграничные возможности. Торговые корабли, переполненные сокровищами, это природные таланты и внутренние ресурсы, которые предстоит задействовать для достижения цели. Посохи, вросшие в землю, символизируют надежных друзей и соратников. Четверка жезлов находится под покровительством Солнца, озаряющего вторую декаду Овна лучами славы. Стихия огня, соответствующая масти посохов, в тройке трансформируется в ослепительный всполох костра. Купец, изображенный на рисунке, укрыт красным плащом, будто стеной пламени. Тройка посохов практикуется как творческий подъем, озарение, рождение новой мысли. Остается воплотить идею в жизнь, вложив в ее реализацию накопленные ресурсы. Значение данной карты, тройка жезлов, это пограничная карта, не предполагающая активных действий. С одной стороны, она знаменует собой прежние заслуги, достижения и победы. С другой стороны, указывает на отправную точку нового маршрута. Пора оставить прошлое позади, поскольку вы добились всего, к чему стремились, и теперь стоите на вершине, изучая новые горизонты. Ключевое значение тройки посохов, либо тройки жезлов, это выбор пути, принятие судьбоносного решения, от которого зависит ваша дальнейшая жизнь. На подготовительном этапе стоит заручиться поддержкой союзников, найти надежных деловых партнеров и обсудить с ними новые возможности. Истолкованная в позитивном ключе, тройка жезлов, тройка посохов говорит о карьерном росте, финансовом благополучии, о начале перспективного проекта, заключении выгодного контракта и реализации творческого потенциала. Перед вами открыты все пути.
Осталось определиться с выбором. Ну и давайте посмотрим, что же нам данная карта тройка жезлов сулит в любовных отношениях. У нас карта тройка жезлов, тройка посохов выпала в прямом положении. Прямая карта сулит нам освобождение от бремени постылых отношений, отживших свое, и движение навстречу новым чувствам. Весна в душе, влюбленность, пение птиц, мир, наполненный яркими красками, качественно новый уровень отношений, помолвка, заключение брака, покупка дома и начало совместной жизни. Знакомые жесты, такие как поступки, подарки и так далее. Также, если вы загадали на здоровье, то, в общем-то, эта карта сулит отменное здоровье, отсутствие хронических заболеваний и врожденных патологий, благоприятное время для зачатия и рождения ребенка, долголетие, ну, если, естественно, вы отказываетесь от вредных привычек, также удачное сочетание генов для продолжения рода, развитый интеллект, задатки гения. И следите за душевным здоровьем, тренируйте логическое мышление. В данном случае в финансовых вопросах, в работе, в карьере, данная карта, тройка жезлов, сулит долгосрочные перспективы для карьерного роста, саморазвития и коммерческого успеха. Построение планов на будущее, взаимовыгодное сотрудничество, квалифицированная помощь, добрый совет, процветание, дальновидность, проницательность, деловое чутье, создание фирмы, открытие магазина, удачный старт профессиональной деятельности тоже, значит, сулит данная карта. И совет, значит, карты тройки посохов такое: смелость города берет, но без должной подготовки ни одна победа не состоится. По примеру великих полководцев, учитывайте все факторы риска до того, как приступить к реализации честолюбивых замыслов. Прислушивайтесь к мнению со стороны, не упускайте из вида скрытые мотивы советчика. Бескорыстная помощь в наше время – музейная редкость. Вот такая прекрасная карта. Ответ на ваш вопрос у нас сегодня выпала. Подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.